Девочки, всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. И сегодня хочу показать вам небольшие покупочки одежды для моего сыночка. Напоминаю, сыну 7 лет, и мы пока сходим в садик. На следующий год пойдем в школу. Вот. В садике, значит, у нас скоро новогодний утренник. И в этом году у них будет такой тематический утренник, называется «Зимняя сказка». И всех мамочек попросили девочкам какие-то платьишки, а мальчикам рубашки в стиле гжель. Вот. Я сделала заказ. У девочки уже не первый раз у нее заказываю одежду. И для дочери, и для сына заказывала. Нашла там такую вот рубашку, потому что так они мало где у нас в городе, практически нигде не продаются. Да и времени у меня нет ездить, искать ее где-то. Здесь у нас в комплекте это костюмчик как бы мышки, но на самом деле вот эта вот шляпка мышки, да, вот такая, она нам и не понадобится, потому что нам нужна, самое главное, это рубашка. Головной убор при эпизодического использования для детей, шапка-маска. Так, и вот такая жилеточка, но она нам тоже не понадобится. Может быть, где-то на каком-то другом на утреннике, на елку можно будет одеть, либо отдадим. У нас есть племянница. Ей потом в садик ходить, она у нас помладше. Вот. А самое главное, это вот такая вот рубашка в стиле гжель. Так, сейчас я покажу поближе. Вот она 120 сантиметров. Я заказала как раз, она нам прям идеально. Но она такая длинненькая, но она специально так и идет, да, в такой стиль. Вот. Это 100% полиэстер, но на утренник пойдет одеть. Вот здесь вот как раз такой зимний вариант, что блестящее. Внизу такая каймовочка. Потом впереди вот такая пуговичка, обшитая, тоже блестящая. Вот. Здесь вот такой вот идет ярлычок. И здесь информация. Мышонок Филиппка. Размер 122. Рекомендованный возраст 7-8 лет. Произведено в России в апреле 2019 года. Так, и рукава тоже такие длинные, и у них тоже вот такая вот красивая блестящая окаймовочка. Смотрится очень красиво, и также здесь еще пояс пришитый. Тоже очень так смотрится красиво в русском народном стиле. Мне вообще нравится, у нас в садике молодцы воспитатели. У них практически все утренники такие тематические, и много утренников в таком русском народном стиле. Очень интересно посмотреть, и ребятишек они к этому приобщают. Ну и вдогонку к этому заказу я еще там присмотрела, кое-что заказала. Вот такую вот футболочку. Сыночку очень понравилось. Он ее уже поносил дома, хотя я ее еще не стирала, но он уже дома поносил вот с таким вот классным белым тигром. Он его называет... Как ты, Леш, называешь? Кот Борис. Кот Борис. Не знаю почему, но вот это кот Борис. Он как увидел все сразу. Мама, спасибо, что купила мне футболку с котом Борисом. Нет, спасибо, что купил кота Бориса. Да, кота Бориса. Производство Бонита на 8 лет, но она такая вроде нам большеватая, но можно даже сейчас все равно носить. То есть хорошо смотрится, не висит ничего в плечах. Вот. Обычный хлопок, а вот это такой вот, как наклеенный, да, рисунок. Не знаю, надолго его хватит или нет, потому что я стираю в машинке. Навряд ли я буду ее постоянно стирать на руках. Вот. Но вот сама футболка хорошего такого качества, хлопок. Так, футболка для мальчика Бонита. Состав 100% хлопок. Производитель Узбекистан. Девочки, стоило всего 157 рублей. Костюм новогодний стоил 850 рублей. А вот эта футболочка всего 157 рублей. Ну, я считаю, это вообще хорошо вот так обновиться просто в середине года в садике. И еще я ему купила, потому что у нас в этом году подштанники наши в прошлогодние совсем короткие, но он какое-то время все равно ходил даже в коротках. Вот я ему там же заказала, он уже, правда, их неделю относил. Тоже Бонита. Они такие обычные, хлопковые. То есть без начеса, без всего.
просто хлопковые, вот они уже тут в кошкиных волосах. Вот. Хорошие такие штанишки. Здесь вот для мальчика специальные идут. Здесь впереди вот такие две полоски. Вот. Они чуть-чуть нам большеваты, хотя на 120 сантиметров. Но мы вот эти вот лампасики подворачиваем и так ходим. И мне нравится, что они не сильно теплые, без начеса, а вот просто такие хэбэшные. Ну, ткань плотная и все, да, хэбэшная. А мне нравится, потому что у него штаны зимние теплые, такие дутики. И вот он, когда теплый еще и подштанники, то совсем мокрый приходит. Но под низ все равно надо что-то одевать. И вот это прям идеальный такой вариант для мальчика. Такие кальсоны. Да? Вот. Вот такая вот была там информация. Кальсоны детские для 5-8 лет. Кальсоны для мальчика под брендом Бонита идеально подойдут для повседневной носки в прохладное и холодное время года. Изготовлены из натурального хлопка. Вот так они смотрятся. Хорошие. Вот здесь вот информация, игрушка упала. Рост 122 сантиметра, состав 100% ХБ. Кальсоны для мальчиков. Вот. Они стоили где-то рублей 200, может 210. В общем, такая хорошая у меня получилась закупочка и достаточно бюджетно. Нравится мне у этой девочки. Много такого, чего бюджетного есть. Я сыночку уже много чего в садик заказывала. И даже дочек кое-что там заказывала. Девочки, не знаю, по голосу слышно или нет, но я разболелась. Вообще, у меня сначала ребятишки переболели, теперь я терпеть не могу болеть, просто ненавижу всегда. Стараюсь как-то быстро-быстро вылечиться, если чувствую первые признаки. Иногда все хорошо заканчивается, там, например, насморк и горло, и проходит. Но бывает такое у меня, что как доходит дело до кашля, вот как сейчас. Я обычно всегда очень-очень сильно кашляю. То есть если я начала кашлять, то я недели 2 буду кашлять, и первую неделю, если не 1,5, у меня вообще всегда очень тяжело отходит мокрота. То есть я прям закашливаюсь, не могу, хочу откашлять, у меня ничего не откашливается. И даже лекарства первые несколько дней мне не помогают, только дней через 5 начинает отходить мокрота. Ну а сейчас я на грудном вскармливании, особо неохота никакие лекарства пить. Я знаю, что можно амбробена, но у меня от него тоже, говорю, сильно я закашливаюсь, особенно ночью. И бужу потом всех своим кашлем. Вот сейчас хочу себе заварить, начала пить вот такой сборник при заболевании органов дыхания. Так, у нас здесь в составе идет... Так, где у нас тут состав-то, господи, вообще? А вот же он. Состав. Корни девисила, корни солодки, трава лобазника, побег курильского чая. Но это мне, как обычно, мама моя привезла, она меня спонсирует. Я уже где-то в каком-то видео говорила, у нее своя лавка здоровья. У нее есть всякие травки, чаи, всякие бальзамы, крема, вот такого вот БАДы, плана. Вот 1 чайную ложку завариваю кипятком. И минут через 15 потом через ситечко процеживаю и пью. Такой не очень приятный вкус. Я вообще не люблю все эти травы. Но тут решила. Напишите в комментариях, как вы относитесь вообще к травам. Я так как-то не особо. То есть я скептически к ним отношусь. Но тут что-то я решила все-таки попробовать. А может быть и поможет. Ну, как здесь заявляет производитель, да? Обладает отхаркивающим, противокашлевым, противовоспалительным, спазмолитическим, антимикробным и противовирусным действием. Способствует нормализации функций желудочно-кишечного тракта, усиливает отделение желчи, уменьшает вязкость мокроты, стимулирует ее отхождение, улучшает дренажную функцию бронхов и таким образом устраняет кашель и спазм бронхов. Вот, как-то так. Девочки, всем привет! Сегодня зашла в магазин, сделала кое-какие хозяйственные покупки, а также купила в аптеке вот такой комплевит кальций D3. Нам невролог порекомендовала кальций подавать малышке, как бы мы и даем аква D3, она еще рекомендовала кальций подавать, чтобы покрепче косточки у нее были, да, она тут рядышком со мной катается. Так,
Вот такой я взяла, не знаю, с сыном я даже такой не пробовала. Здесь порошок, его нужно разбавлять, готовить. Вот. Цена у него 255 рублей, но там такая аптека, они делают скидку. И у меня получилось 242 рубля 25 копеек. Вот. Напишите в комментариях, кто такой кальций давал своим ребятишкам и как вообще вы довольны, недовольны остались. Сейчас еще покажу хозяйственные покупочки небольшие. Что я купила? Это вот такие влажные антибактериальные салфетки. У нас в магазине местный Новекс. Может, кто-то меня смотрит из Кемеровской области, Алтайского края, где они там еще есть, я не знаю. Вообще, это алтайский магазин Новекс. Мне нравится магазин хозяйственных товаров, косметика там. В общем, интересненький такой. Вот, антибактериальные это для дома. Я обычно либо где-то что-то протереть, либо сантехнику в течение недели там протираю. Так, салфеточки, сейчас я цены сразу буду называть, стоят 109 рублей. Нет, вру, 79,90 салфетки стоят. Так, дочь тут мне все стрясает. Еще взяла средство для мытья посуды, вот такое Zero. Никогда не пробовала, как заявлено, что это эко-гель, сода плюс сок лимона, натуральной пищевой соде. Что тут всего, в общем, нету, и все только самое лучшее. Так, ну не знаю, посмотрим, как будет мылиться. Вот здесь вот есть состав. Вот он. Вода, паф, масло лимона, сок лимона, натуральная пищевая сода, экстракт ромашки. Вот. Ну, посмотрим потом в пустых баночках, если что, я свое мнение расскажу о таком чудо эко-геле. Этот эко-гель стоит у нас 76,99. Он был тоже по акции 76,99. Вот такая вот вещь. В нашем доме она очень нужная. Это ролик для чистки изделий из всех видов тканей. Те, кто имеет домашних животных, те меня поймут. Если вы смотрите мои ролики, у нас киса дома, вот, и одежду часто приходится чистить. Так, кстати, вот эти два сменных блока стоили 109,90. Там по 50 листов, два ролика. Еще решила обновить. У меня лопаточки все уже старенькие, страшные, но я понимаю, что надо менять их, потому что на них скапливаются микробы и все прочее. Тут вот снимала пару рецептов, и мне даже стыдно, что у меня такие страшненькие лопаточки. И вообще посуда у меня все старая. Хочется, конечно, все это дело обновить. Но пока я в декрете, это навряд ли я сейчас буду делать. Вот так вот по мелочам. Например, вот эта лопатка стоит 21,70. Да, что-то не могу понять. Еще, она была по акции, и со скидкой она получается 17 рублей 36 копеек. Нашла, здесь просто есть столбик цена, а есть цена со скидкой. Так что вот так за 17 рублей купила. Ну, хорошая вещь. В хозяйстве, конечно, пригодится. Также вот сыночку обновила зубную щетку 6+. А то у нас до этого были 2+ все время. Она уж такая вот побольше и тоже была по акции. Зубная щетка стоит 39,92. Без акции 49,90. Ну, очень бюджетный вариант. Как бы сыночку стараюсь чаще, чем раз в месяц обновлять. Нам себе раз в месяц обновляю, а ему стараюсь почаще. Вот, мягкая щетина, как там заявлено. Ну, собственно, вот и все. Это вот такие вот все мои покупочки были. Сейчас я вам чек покажу на хозяйственные покупки. Они обошлись, они всего в 374 рубля. Вот чек, можете посмотреть. Также я сегодня еще закупилась продуктами на 1200. Но это я вам уже покажу в следующем видео. Так что подписывайтесь на мой канал и ждите мое следующее видео, обзор продуктов. Всем пока-пока!